Тимо Вернер перебирается в Англию. Сердар Азмун заинтересовал Севилью. Трансферные цели Баварии. Каталонская Барселона ищет замену Левандовскому. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Бавария по-прежнему хочет подписать защитника Барсы Рональда Арауха. По данным журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, Бавария готова заплатить более 70 миллионов евро за уругвайца в это трансферное окно. Однако для Барсы даже 80 миллионов будет недостаточно. Также отмечается, что в контракте Арауха нет плавающих отступных. Сумма отступных одна и составляет 1 миллиард евро. Отмечается, что Бавария и главный тренер Томас Тухель очень хотят заполучить Арауха. Его потенциальный трансфер в оборонительном аспекте сравнивают с трансфером Харри Кейна в атаку. Севилья связалась с Байером для того, чтобы узнать, возможен ли вариант с досрочным завершением аренды Сердара Азмуна, который в нынешнем сезоне выступает в составе итальянской Ромы. Об этом сообщает Фабрицио Романо. По его информации, Севилья всерьез намерена усилить свою линию нападения в период январского трансферного окна. В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Действующее соглашение с Байером рассчитано до лета 27-го. Жуау Палинья согласился перейти в Баварию из Фулхэма в январе. Опорник достиг устной договоренности с Баварией о переходе в рамках текущего трансферного окна, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Палинья очень хочет присоединиться к Баварии, однако Фулхэм решил не снижать цену на него, хотя ранее сообщалось, что клуб готов пойти на такой шаг. Несмотря на это, Жуау ожидает, что сможет уйти из Фулхэма дешевле 65 миллионов евро, которые Бавария предлагала летом. Сейчас руководство мюнхенского клуба не готово столько платить за португальца. В связи с этим переход Палиньи в Баварию этой зимой маловероятен. Пока мюнхенский клуб не делал ни запросов в Фулхэм, ни официальных предложений. Спортивный директор Барселоны Деку мониторит трансферный рынок, пытаясь найти для каталонского клуба нападающего, который смог бы стать долгосрочной заменой Роберту Левандовскому. Об этом сообщает Релева. По их информации, Деку не считает, что этот трансфер является срочным и готов осуществить его только летом, предварительно внимательно проанализировав все возможные кандидатуры на эту позицию. Отмечается, что работа по поиску нового форварда ведется, несмотря на то, что недавно Барса приобрела 18-летнего нападающего Витора Роке. Трудовое соглашение поляка с клубом рассчитано до лета 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро. Мюнхенская Бавария хочет назначить Хаби Алонсо тренером, утверждает Релева. По данным источника, руководство клуба впечатлено работой, которую испанец проделывает в Байере, и хотят, чтобы он сменил Томаса Тухеля на посту главного тренера. Дело не только в результатах, которых Алонсо добился в этом сезоне. Баварию также привлекают его методы и знания клуба, в котором он провел последние 3 года карьеры. И еще Бавария хочет воспользоваться тем, что Реал, еще один фаворит в борьбе за Хаби, продлил контракт с Карло Анчелотти до 2025 года. Алонсо привлекает идея о продолжении карьеры в Бундеслиге. Одна из его целей — поработать во всех 3 топ-клубах, где он играл. Это Бавария, Реал и Ливерпуль. Время назначения будет зависеть от результатов команды, но в Баварии уже сейчас сомневаются в Тухеле. Томас потерял доверие некоторых членов совета директоров. Его имиджу повредили болезненные поражения 1-2 в Кубке Германии от Саарбрюкена из 3-го дивизиона и 1-5 от Айнтрахта в чемпионате. Чтобы изменить отношение к себе, Тухелю нужно выиграть Бундеслигу и хорошо выступить в Лиге чемпионов. Однако, что бы ни случилось в будущем, назначение Хаби Алонсо уже внесено в планы Баварии. Отмечается, что июнь станет ключевым месяцем для решения этого вопроса. Нападающий Аль-Ахли Роберто Фирмино не покинет саудовский клуб этой зимой, несмотря на то, что он недоволен своим положением в команде. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг. По его информации, на текущий момент ни один клуб в Европе не готов предложить нападающему ту заработную плату, которую он получает в Аль-Ахли. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что ряд английских клубов, включая Фулхэм и Ноттингем Форест, заинтересованы в том, чтобы Фирмино присоединился к ним.
Барселона по-прежнему заинтересована в приобретении Жоао Феликса у Атлетика, который в нынешнем сезоне выступает за каталонский клуб на правах аренды, несмотря на то, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что Хави недоволен уровнем игры, который демонстрирует футболист. Об этом сообщает Sport.es. По их информации, руководство Барсы считает, что покупка Феликса является качественным трансфером, учитывая молодой возраст и талант португальского игрока. При этом подчеркивается, что наиболее вероятен вариант с тем, что по окончании нынешнего сезона аренда Феликса будет продлена еще на 1 год, а само арендное соглашение будет предусматривать опцию выкупа. Представители Вулверхэмптона связались с руководством Ливерпуля по причине того, что они хотят арендовать у мерсисайдцев полузащитника Фабио Карвальо, который 31 декабря был досрочно отозван из аренды в Лейпциге. Об этом сообщает Фабрицио Романо. По его информации, Вулверхэмптон предлагает Ливерпулю вариант с тем, чтобы арендовать Карвалью до конца нынешнего сезона. Подчеркивается, что помимо «Волков» есть еще 6 клубов АПЛ, которые заинтересованы в услугах полузащитника. В свою очередь, мерсисайдцы продумывают варианты с тем, как им лучше поступить, поскольку они хотят, чтобы Карвалью получал регулярную игровую практику. Харри Кейн проявляет личную заинтересованность в том, чтобы центральный защитник Тоттенхэма Эрик Дайер присоединился к мюнхенскому клубу. Об этом сообщает Bayern and Germany. По их информации, английский нападающий настойчиво убеждал руководство немецкого клуба, а также лично главного тренера Томаса Тухеля в целесообразности приобретения защитника, отмечая его сильные стороны как футболиста. Подчеркивается, что Кейн заинтересован в переходе Дайера, поскольку они вместе на протяжении многих лет выступали за Тоттенхэм и являются хорошими друзьями. Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери рассказал о целях команды на текущее трансферное окно. 1 или 2 игрока могут покинуть команду, но пока это не определенно. В свою очередь, если мы попытаемся приобрести новых футболистов, то только тех, которые точно смогут усилить наш состав, но на текущий момент непонятно, получится ли у нас купить их в январе, приводит слова Эмери Фабрицио Романо. Манчестер Юнайтед принял решение расстаться с защитником Рафаэлем Вараном. Как сообщает Team Talk, игрок не входит в планы главного тренера Эрика тен Хага. Красные дьяволы предложили Барселоне приобрести Варана за 20 миллионов евро. Лондонский Тоттенхэм достиг полной договоренности по переходу немецкого нападающего Лейпцига Тима Вернера на правах аренды. Об этом сообщает Фабрицио Романо. По его информации, срок аренды до конца текущего сезона. Кроме того, в сделку также включена опция необязательного выкупа за сумму в районе 15-20 миллионов евро.